полная неопределенность первенства мира. То есть, с одной стороны, ФИДЕ там Илюмжинов начинает свои проекты, там, свои неусики строить. И понятно, что там, как говорится, практически бесконечный финансовый ресурс. А с другой стороны, здесь как бы ничего вообще нет. То есть надо понимать, куда двигаться. Значит, вся идея объединительного матча завершилась, Карпов провалился в Лас-Пальмасе и пошел вниз уже. Как бы, то, что он там играет в ФИДЕ, уже как бы, спонсоров реальных не интересует. Вот этот тупик психологически сказывается на самом деле. Тем не менее, я продолжаю свою работу. Традиционно, как бы, летние сборы всегда, значит, на них надо что-то делать новое. Значит, и, скажем, в 1997 году мы с Юрой принимаем решение, наконец. В общем, я устал играть старлиндийскую, проиграв Крамнику очередной раз в Новгороде. Понимаете, может, и не такая плохая была, но уже надоело просто. Вот эти варианты там, значит, пошли уже вот в главном, там, какая-то система с Б4. И там, на самом деле, играть можно было, но почему-то психологически мне не хотелось даже думать. Хотя на самом деле, там вот Раджабов играл, и вообще ничего, проблемы не было. Можно было играть, конечно. Но почему-то вот усталость какая-то, надо что-то другое играть. Естественно, выбор в сторону Грюнфельда идет, потому что я все-таки играл в Грюнфельд тогда, потом как бы я его забросил. В начале 90-х вот перешел на старлиндийскую почти исключительно. Теперь, значит, возвращение. Понятно, там и всякие ферзевые гамбиты еще можно играть. Такое. Но как бы базовым дебютом буду делать защиту Грюнфельда. И начинаем как бы заниматься ей защитой Грюнфельда. Уже в Тилбурге в 1997 году я уже осуществил переход. Тем не менее, проблема остается. Значит, и тут приходит такая мысль в голову, что, может быть, задействовать Линарес. Рентеро, как организатор Линареса, тот бессменный такой, он как бы никогда нашим другом не был, но, тем не менее, человек был там хорошо встроенный в местную систему, собирал ресурсы. Я подумал, может быть, удастся что-то с ним сделать. Конечно, масштаб не тот был, но я подумал, может быть, это решение. И мы договариваемся с Рентеро о том, что вот там создается какая-то ассоциация, я уже не помню, как это называлось. WCC она называлась. WCC, да, правильно. Я помню, что там была проблема, связанная с испанским названием и с английским названием, потому что это все-таки она в Испании была, но тем не менее, как бы она должна была быть мировой. Рентеро был очень местный человек, даже не испанский, а именно там вот андалусийско-линарский, вот встроенный именно в эту систему. А не говоривший по-английски совершенно никак. То есть у него был свой турнир, и понятно, что масштаб, конечно, не его был. Но, тем не менее, согласился, был ресурс. В 1998 году проводим турнир, он проводит турнир в Линаресе. По существу была такая первая большая неудача. Я, конечно, там не выиграл, в 1991 году там Иванчук выиграл, в 1994 Карпов. Но все-таки там 1998 год, этот турнир, который Ананд выиграл, в котором я выиграл одну партию, кстати, у Ананда, и сделал все ничьи. А второе место занял Широв. Идея, когда организовать какой-нибудь матч отборочный, и, соответственно, потом мне сыграть матч на первенство мира. Я все детали уже не помню, но понятно, что Ананд воздержался, потому что он там как бы видел гораздо большие перспективы в другой системе розыгрыша, может, вообще не хотел со мной играть. Кончается тем, что организуется матч Широв-Крамник. И Широв матч выиграл. Кстати, достаточно уверенно выиграл матч. Надо играть матч на первенство мира с Шировым. И тут выясняется, что у Рентеро ресурсов нет на проведение матча. Очередной тупик снова у нас. Претендент появился. Денег нет, да? Денег нету. Но тут еще проблема, что с точки зрения какого-то серьезного спонсора, что интересного, Каспаров, Широв, там счет там 10-0 уже на этот момент был. Или там, в общем, какой-то большой счет был, сухой. Но, тем не менее, он как бы законный претендент, и вот начинается свистопляска вокруг этого. И 98-й год тоже весь там проходит под знаком этих попыток довольно неуклюжих что-то как бы найти. Широв тоже пытается что-то искать, но ничего не получается. Рентеро довольно быстро сходится с дистанции. Не заплатив ему, да? Я не знаю, там вообще детали... так Широв говорит. Очень может быть, потому что все оказалось, сшито белыми нитками. Что еще можно было ожидать? Я еще раз говорю, масштаб, конечно, был не тот. В 1998 году я мало играл, хотя, тем не менее, если посмотреть, вроде турниров практически не было. Был Линарес, матч с Тиманом я сыграл в Праге, это Бессель Кок организовал. Тоже, кстати, возвращение Бессель Кока интересный момент. Возвращается Бессель. Там Ясser рядом с ним уже как организатор. Матч там я достаточно легко выиграл, 4-2. А с таким же счетом? Это как тот матч? Да, как тот. Да, на этот раз он был менее зрелищный. Я выиграл 2 партии, по-моему, 2-ю, 3-ю, и потом остальные были ничьи. В общем,
перевес был игровой, достаточно очевидный. Тем не менее, год был для меня довольно шахматном плане содержательный, потому что много работы было. Это тот случай, когда вот, значит, накапливались какие-то вещи, и более того, уже эти результаты, они где-то проявлялись. Значит, опять, события не главные были. Тем не менее, Рапид матч с Топаловым 4-0. Да, конечно, повезло в первой партии, тем не менее 4-0 в Софии. Топалов, в общем, тоже не мальчик с улицы. Да, все-таки. Причем уже после первой партии там доминация была абсолютная. Но, пожалуй, наиболее интересным, одним из пиковых событий в моей карьере шахматной был сеанс со сборной Израиля. Вообще же история уходит как бы там в 70-е годы. Это когда еще там мальчиком я играл во Дворце пионеров. Вот это турниры, которые уже там стали там достоянием там древней истории. Там на приз «Комсомольской правды». Впервые в 73 году его провели. Вот, кстати, очень была хорошая идея. Но 98-й год, вот как раз все эти сеансы, которые я играл, уже, по существу был пик, потому что я решил, что, может быть, попробовать сыграть уже вообще с профессиональной... я играл с профессиональной командой, конечно, и с клубом Бундеслиги, и с немецкой сборной играл, с французской играл. Но сборная Израиля все-таки отличалась. И все-таки Смирин, Хузман, Альтерман, Сутовский, 4 доски. С часами, да? С часами играли, играли с часами. И я думаю, что вообще, если смотреть по качеству партии, это вообще один из пиковых моментов моей карьеры. Но я выиграл все-таки 7-1. 4 человека играло? Да, это в 2 круга. Первый матч кончился 3-1. Значит, я выиграл у Сутовского черными и у Хузмана. Такие позиции сомнительные были. И ничьи были с Альтерманом и Смириным, после чего Смирин был очень расстроен. И сказал, во второй день, сказал Смирин, Покажи. Во второй день, да, будет все по-другому. Все было по-другому, все было 4-0. Причем я считаю, что там были партии со Смириным, с Хузманом, с Альтерманом просто были... Вот я сыграл там 4 партии, все примерно по 2 800. Просто все 4. То есть, это был такой... Бывают моменты обозрения. Вот этот день был, я не помню, это майский день. Да, но посмотреть на партии все-таки... Это не просто как играли сильные гроссмейстеры. Просто я практически в каждой партии играл в одну силу. У меня было немножко больше, я не помню точно, там, полчаса лишнего времени, но тем не менее, все равно, понятно, я играл 4 серьезные партии. Это, конечно, вдохновляло. То есть я-то чувствовал, там богатырская сила еще есть. Хотя была неудача во Франкфурте. Там было 4 человека, значит, были там Анан, Крамник, Вася и я играли. И я, в общем, там сыграл неудачно. Я проиграл первые 2 партии проиграл. Значит, я проиграл и Ананду, и Крамнику черными. Сначала, по-моему, Крамнику проиграл в первом туре, да, в какой-то Грюнфельде. А потом проиграл Ананду. Там еще отмазался с Васей, но так и не оправился. В общем, в итоге 3-е место занял. Сыграл с Васей переигровку. Кстати, очень хороший матч был. Я выиграл 2,5-1,5. Хороший матч был по качеству. То есть я доволен был, потому что, понятно, результат мог быть и лучше. Все-таки играли за 3-е место, но играли с Иванчуком. И партия, которую я выиграл белыми, очень хорошая была. И там ничьи были. То есть очень качественные партии были. Я вообще чувствовал, что качество есть вообще игры. Летом мы сборы проводили, как перед матчем с Шировым. Должен же матч состояться когда-то, значит, да. Я к нему готовился. Боря Гельфанд подъехал. Я не помню, когда Полгар подъезжал, мы тоже немножко помню. Вот я не помню, в каком году сбивается. Это все у нас в Хорватии. Там столько лет проводили сборы. Но вот Боря был, там Гельфанд, мы спали в Старандийскую, там как раз за белых. Потом он, кстати, хорошую партию у кого-то выиграл там, в каком-то турнире, там, просто почти полностью там шло по нашему анализу, да. И я начал там смотреть эти разработки, которые потом, они в 99-м году все начнет работать. К матчу подготовились, но матча нет. И потом короткий матч с Тимоном. И бесы начинают уже думать, видно всему, что о том, они... как-то может вернуться вообще. У него всегда проблема была, что он всегда момент упускал. То есть, он бы мог в 90-м году и в 2002 году, если бы он решился баллотироваться, он, конечно, выиграл бы и там. Мог стать президентом ФИДЕ. Точно в 2002 году, конечно, потому что Илюмжинов был не до этого. Он там боролся за политическое выживание в Калмыкии. И, в общем, была бы возможность такая. Но запаздывал всегда. Тоже такой момент. Но в 96 году начались эти разговоры. Там очень такой был у всех оптимизм. Прага, я помню, кстати, очень хорошо.
Там все было организовано. Это был турнир? Нет, тут матч с Тимоном. Потом в итоге, без начинать делать турнир, он же переехал в Чехию, стал там главой там, этого чешского телекома. И постепенно начал там развивать шахматы. Ну, пиком будет этот турнир в Праге, вот где-то потом Пражские соглашения подписаны. То есть это будет пик вот этой деятельности Бесселя. Ну, это закладывалось тогда, вот эти камешки тогда закладывались. Вот. Но опять, проблема осталась. Матча нету. Главное, что я вообще как бы выпал в осадок. Вот. И меня начали в очередной раз хоронить. Ну, уже в 35 лет уже вообще, ну, в принципе, звание непонятно какое, там уже начинаешь читать о том, что вообще-то это все как бы уже... Все это отжило. Тут вот сейчас вот Илюбжинов организовывает главные турниры. Ну, у меня все равно под самый высокий рейтинг пока еще. Там, по-моему, только один раз мы с Крамником сравнялись, по-моему, там, в 95-м году. В одном рейтинг-листе мы стояли, 27-75 был. Потом я снова там ушел вверх, там, в свои там... Где-то в 2800 там обитаю, вот в нижней части 2800. Вот. Я, кстати, помню еще, когда я перевалил в 2800 вот эти, в 90-м году. И я, в общем, очень страшно доволен был. Вот как раз Владимир Яковлевич, Аркадий Папа Дворкович, который со мной, значит, там работал, мы ездили. Он говорит, что ты радуешься? Говорит, рейтинг большой, значит, дорога только вниз. Слишком большой разрыв. Я там сталкиваюсь с совершенно неожиданной для себя проблемой о том, что играть негде. Турниров нет. Просто, ну, во-первых, есть какая-то гонорар у меня, какие-то условия выставляю. Но турниров нет. Я тогда, значит, обращаюсь, вот я никогда не играл в Вейконзе. Ну, турнир-то там все забито уже, 14 человек, все занято. Тут, значит, мой менеджер, он обращается и говорит, что, ну, может быть, там, 15-м можете включить его, даже бог с ним, с гонораром, как бы, да, просто надо поиграть. Никаких, в общем, никаких. Ну, тут вот, как бы, должна судьба вмешаться. Тут у Найджела тут второй ребенок там появляется, и он, в общем, снимается, освобождает место, помог старому другу. И они говорят, ну, если место освободилось, ну, хорошо, тогда мы вас принимаем. Ну, я приехал в Вейконзе. Ну, вот это начало 99 год, и это там, самая большая турнирная серия побед, вот, которая у меня была. Кстати, я даже не уверен, что она вообще была там беспрерывная серия такая, в середине которой находится матч с Крамником. Как сказал сэр Иван, совершенно не вписывается в график. Просто там 10 турнирных побед, как бы там пару отделил первое место, вот, значит, как бы, ну, все. И вот и этот матч. Я приехал в Вейконзе, мы с Юрой приехали, ну, тоже, опять, довольно... Там, есть определенный элемент дискомфорта, потому что, ну, новое место... скажем так, не сильно ждали нас. Ну, вообще все смотрят так. Ну, там условия игры же тяжелые достаточно. Там все в одном зале. Ну, да, ну, это больше давило то, что как бы, ожидания у всех какие-то были. Ну, а может, не было ожиданий уже. Как бы, ну, вот такое ощущение, что ну, приехал хорошо сейчас. Как бы, ну, уже человек из прошлого. А у меня ощущение было, что вообще тут сейчас... Да, будем играть в настоящие шахматы. В первом туре я ничью с Васей сделал. Такая была партия, там, короткая, такая боевая. Ничья была. А потом будет самая большая серия у меня в жизни побед. Более того, если добавить еще блиц-турнир, то там получается 8 побед. 8 дней с победами, потому что было 7 побед в турнире. И еще был, там традиционно после второго дня проводился блиц. Блиц-турнир проводился. И блиц-турнир тоже, ну, у меня так после 9 туров было 8,5 очков. Причем я говорю, всех прошел, оставались там последние, там Тимман, потом этот голландец, Бернбойм, там Ермолинский, Иван Велли. То есть, на самом деле, осталось... Но там я набрал 50% в оставшихся 4 турах. Вот единственное, это момент, когда просто какое-то падение. Я проиграл белым Бернбоймом. Ну, в принципе, любитель, понятно, там, знаешь, из клуба. Но и такое бывало. Я даже помню, в 92 году, как в Аргентине, там, я там гастролировал, вот, и был там какой-то блиц-турнир в Мар-дель-Плате. Ну, там играют местные там все эти, ну, там гроссмейстеры, там мастера там играют, да, и пару любителей играет место. Ну, у меня после 10 туров 10 из 10. Последний тур я играю белыми с местным любителем. Ну, там, я не знаю,
сильные кандидат-мастера. Естественно, эта партия. Вот в какой-то момент просто обвал происходит. Я эту партию, конечно, проигрываю. Вот про это тоже с Бирбойном случилось. Потом я там выиграл или Урбалинского, или Тимона. В общем, я, ну, понятно, турнир-то я уже выиграл, потому что я там до этого обыграл и Ананда, и Васю. Вася время просрочил в хорошей позиции. Вот. А с Крамником была ничья единственная. Вот, там Петю обыграл, там Касымджанова. Ну, в общем, все, кто там играл. Кстати, после этого голландцы перестали проводить турнир. Во втором туре я, по-моему, Ван Веле обыграл. В третьем туре Ермолинского. Неплохая партия была. Ну, а в четвертом, как говорится, играешь свою вечно зеленую. Партия Стопалова. Да, это просто можно посмотреть, да, значит, я, хотя восстановить порядок ходов дебютный я не смогу уже. Вот. У нас тут Вот, есть. да. Не, ну я точно помню, что я пошел Е4, Топалов пошел Д6. Это я хорошо помню. Д4, конь F6, конь С3, Ж6, да, я думаю, вот это, Да. вот это, да. Топалов сыграл Уфимцева, Пирца, я не знаю. Я, по-моему, пошел слон Е3. Слон Е3, да. Да, не то, что... Да. Он, по-моему, пошел слон Ж7 или С6. Да, слон Ж7, ферзь Д2, С6, да? Мгм. Это я точно помню. Да. Тут мои, ну, естественно, мои теоретические познания кончились здесь уже. Что делать дальше я точно не знал, значит, вот. Ну, по-моему, ход, по-моему, не лучший, по-моему, вообще, по-моему, честно F3, говоря, да, по-моему, да. вот, по-моему, надо конь F3 уже ходить здесь, я не знаю, конь F3, B5, слон D3, по-моему, надо ходить. Ну, F3 пошел, да, он пошел B5, да? B5, да. B5, да. Что я, слон 6 для рокировки? Конь G2. Конь G2. Ну, точно ход. Левый Не ход. очень. Тоже левый ход, совершенно, абсолютно левый ход. Вот, как бы, ну, просто какие-то ходы надо делать. Да. Вот, конь БД7. Ну, Чуров уже хороший пас, я уже вижу так. Слон H6. Побил на 6 он, да? Да. Побил. Вот. Слон Б7, все нормально. 3-0 я пошел, да, здесь? Ну, понятно, А3. А3 пошел. Да, еще надо А3 ходить. Да, ну, потому что там сейчас на 3-0 ферзь А5. Ну, Чуров уже просто шикарная позиция. Просто уже А3. Вот. Ну, играю как-то. Он пошел Е5, да? Да, Е5. Е5. Ну, ты 3-0 сыграл, естественно. 3-0 ферзь Е7, да? Король Б1, да, кажется? Да. Король Б1, А6, да? А6, А6, да. Ну, грамотно играет, готовится всякие здесь тут. Там ЕД и С5, может быть, сейчас. Ходовой. Да. Да, конь С1. Конь С1, ЕД, да? Конь С1, 3-0. А 3-0, да, 3-0, да. Конь Б3, да? Да, конь Ну, Б3. как-то играем, как ходим туда-сюда. Король Б8 или что? Ед? ЕД. Ну, Ед не очень. Вот, Хотя? Не, Ед хороший ход. ЕД. Ед хороший. Ладья? Ладья 4, 35. 5. Ладья, пока ДД. всё нормально. Конь Конь Б6. Б6, да. Здесь я G3, по-моему, пошел, да? Да, Ж3. Правильный ход это? Не знаю, уже не помню. Ладно, да. Ну, можно было ферзь Е3. но- Е3. Ну, ощущение, что у белых все-таки какое-то давление есть все-таки. Ну, ферзь Е3 действительно стоил, чтобы d5 на c5 висела пешка. G3. Здесь он пошел d5 или король b8. Сон король Б8. 8. И конь А5. А, конь А5. Конь А5, слон А8, да? Ага. Слон H3 где? Да, слон на что? С комментарием, а что еще делать? Да, что еще? d5, да? Да, d5. Ферзь F4 шаг. Король А7. Ладья Здесь- H1. Это правильный ход? Ладья H1? Да, я уже не помню. Да, нормально. Нормально. d4, да? D4, да. Ну, здесь конь d5. Авантюра. Так в книге написано вашей. Ну да. Но я-то, в принципе, уже идею видел. Да? Ну как, я как идею, я не буду считать, но как бы я слишком интересная идея была, чтобы как бы такое, чтобы... А идея в чем? Вот на данном этапе в чем вы ее видите? Открыт ладья d4, я уже смотрел. Просто. Ну, я до конца не мог досчитать все, но я понимал, что там... Кто будет? Что оно должно как-то там уже, знаешь, контуры, там, бессмертия начали вырисовываться. Надо бы коня 2 просто уйти, да, здесь? Да. Ну, на самом деле, это не очень хорошая позиция на черного, да, здесь? Вот. После коня 2? Не очень. Белый. Ну, нет, равно. Равная позиция. Может быть, да. Ну, да, но на самом деле черный все-таки... Ну, в общем, это надо было, конечно, ферзь d3 объективно вернуться. Ну, хорошо. Конь d5, значит, конь бьет d5, bd5. Да. Ну, правильный ход конь bd5, естественно. Это ферзь d6. Вот, ну, тут да. Тут начинаю. Ну, и ладно. Тут достаточно очевидно было, в принципе, что ладья d4. Вот. Ну, я, конечно, здесь ход король b6 зевнул. Король b6, да, здесь надо ходить было? Сейчас или как? Или Вместо чего? здесь. Вместо... да, король Б6. Здесь король b6 ход зевнул. Ну, ход неочевидный, скажем так. Все-таки неочевидный ход, так мне казалось. Вот.
Вот. Но Топалов довольно быстро ЦД пошел. Кстати, он тоже видел это все. Он просто считал, что будет повторение. Но вот интересно, вот оценка была. Он увидел вариант, вот главный, с Ферзь-C7, но он считал, что будет вот сейчас дальше мы посмотрим, что я буду повторять позицию, ну, потому что, не может же быть мат, когда там ладья и фигура лишняя. То есть это 19 век, знаешь, это там Андерсон, там Кизерицкий какой-нибудь, там так не бывает. Психологически. Потому что он так сказал достаточно быстро, и я ему верю, что он действительно видел как бы основную линию. Вот, но считал, что там будет ничья. Вот, мы сейчас до этого дойдем. Вот. ЦД проигрывает партию форсированно. Вот тут... Так быстро изменилось. Вот шахмат такая игра интересная. Все вроде нормально. Тут все-таки просто такой уникальный начинает складываться такой пасьянс, вообще достаточно редкий, чтобы тут все сложилось вот так вот. Потому что после ЦД теперь черный король форсирован. Ну, тут на самом деле не форсировано, можно было мат раньше поставить, но, в общем, дальше уже я довольно четко вижу, я весь вариант вижу до конца. Вот здесь я уже... Почему я играю тоже быстро? Потому что я увидел... Вот бывает так, вот я вариант начинаешь видеть... Причем я даже не понимаю, как это происходит. В конце, конечный. Потому что все идет дальше. Ну, варианты форсированные, как бы, да, вот. И я понимаю, что вот я смотрю, значит, там я ферзь за 6 шаг, король b4, c3, и вот король будет здесь. Вот. Но пока надо, пока ладья 7 шаг. Вообще ход такой, да? Одну ладью подали, теперь вторую. Брать, конечно, красиво. Ферзь b4, король b8, ферзь b6 шах, конь c6, ферзь a7 мат. Просто такое. Вот, мат просто белый ставят. Брать нельзя. Король b6. Вот, да, значит. Король b8, ферзь bd4, тоже самое. Тоже конец. То же самое. Поэтому надо идти королем вперед только. Ферзь bd4 шаг. Да. Вынужден брать. Там вынужден, да, потому что, ферзь c5 еще какой-то ход есть там, но там, по-моему, там просто будет плохо. Да, там-то сильный. Тоже. Да, тоже. Сильный вариант. Да. Король a5, b4, король a4, ферзь c3. Да. Все это. Теперь он обязан ферзь d5 ходить. Потому что после слон d5, король b2, просто ферзь b3 мат следующий. Такое бывает только в этих... Пешка мат будет. Пешка мат будет. Мат будет пешкой. Это такое бывает в этюдах. Коробочка такая, ферзь c3, поэтому единственный ход ферзь d5 здесь. И здесь я говорю, именно потому, что я видел, что будет дальше, поэтому с ней нашел здесь вот здесь как ладья 7, да? Нет. Это вместо ферзь c3. Вот, вместо ферзь 3 ладья 7 выигрывал. Вот ладья 7 ход, которому, сказать, Коваликова нашел потом уже, я не знаю, с компьютером или нет. Ладья 7, я-то шел по своей линии уже, потому что я мне казалось, ладья 7, ход сложный для человека очень, потому что в ряду черных много возможностей, на самом деле, возможностей много, а ходов мало. Такой ход, не знаю. Да. Очень компьютерный. Ход компьютерный, потому что дальше, теперь ферзем не можно на d5 брать. Слон b7 лучше ход, по-моему, здесь, да? Наверняка цельно тоже был такой. Нет, цельно-то не было. Слон b7, да. Все-таки надо забывать, что у белых там ладьи и фигуры не хватает. Слон b7, по-моему, да, надо ходить. Ладья b7, да? Да, ладья b7, ладья d5, от 30 ходов вариант. Конь d5. Да. Ладья 7. Слон d7. Тут начинаются ходы просто. Подъемные. Неподъемные ходы, совершенно неподъемные ходы. Вот, слон d7. Ладья d7, ферзь b2. Ферзь b2, да. И мат. Да. Там ладейный эндшпиль безнадежный. Да. Не мат, а ладейный эндшпиль безнадежный. Но это опять, это посчитать, и опять, это слишком тихие ходы, понимаешь, что начинаются. Да. Поэтому... Я, конечно, ферзь c3 пошел, ферзь d5. И Топалов этот вариант видел, как он сказал. Он считал, что дальше ферзь c7 сейчас будет ход сделан, и он дает вечный шаг. То есть это... Нормально. Прекрасно, отличная партия. Да. Ферзь d1, ферзь d4, вечный шаг. Разошлись. Есть о чем поговорить на пресс-конференции. Да, на пресс-конференции, да. Я хожу ладья a7. Он был удивлен немножко, но теперь вынужден он ходить слон b7, потому что если защищать ладья d6, тогда король b2, и ферзь d4 нет хода, ладья a6 мат там был. Поэтому опять единственное. Слон b7, я бью на b7. Вот такая позиция возникает. У черных лишняя ладья. И ход. И ход еще их. И ход для черных еще. И ладья лишняя. И нет угроз. Угрозы нет. Угроза понятно. Угроза ладья 7.
Угроза Ну, если ход белых, то угрозы, ну, то есть мата нет сейчас. Вот, Ну, нет, ход белых, нет, ну, как бы, да. Ну, просто мата прямого нету, в принципе. По-моему, сильнейший ход был ладья H8 здесь, да, кажется? Да. Ладья E8 был ход сильнейший. Там сложные варианты кидать. Ну, там эндшпиль возникает, в общем, и там черные могут спастись в эндшпиле. Там, вот, значит, ладья H8. Ну, Топалов сделал ход, конечно. Тот ход, который начинает считать человек, ферзь C4. Ну, как, куда естественнее ход, ферзь C4. Коробку, разрушать коробку. Опять, это психологически то, что я самое, то, что я и считал, ферзь C4. Как бы напрашивать. Да, ведь ветка же напрашивается. Ну как, белые хотят так пойти, значит, все. Ходов здесь нету никаких. Значит, в принципе, это вариант. Так ходить нельзя, потому что король А2, ферзь Б3 мат. То есть, в принципе, здесь, ходов реально не видно здесь. Поэтому ферзь С4 надо напрашивать. И вот здесь дальше опять форсировано. Ферзь Б F6, король Б3. Топалов здесь просто ферзь Б6. Король Б4. Ну, вообще кажется, что все, у черных качество лишнее, последний отчаянный, С3, отчаянный. Король Б3, ферзь А1 шах. Белый, теперь возвращаться сюда нельзя, потому что там ферзь Б2, там просто, в итоге все равно или мат, или ферзь теряется. Там. Ферзь Б3, ладья Б5, король А5 шах, ладья А7, там. Король Д2. Кстати, тут тоже, видите, Топалов, он тоже довольно быстро считает, тоже интересно. Король Д2, ферзь Б2 шах, король Д1 и слон F1. Вот это было. Вот это слон F1, да, ферзь F1, теперь ферзь C2, ладья E7 мат. Я когда говорю слон F1, значит, в принципе, Топалов, достаточно быстро ходит. Он уже увидел это, конечно. Выходит ладья D2, и он пристает встать, но встать он не успел. Потому что я не удержался. Это, конечно, да, финал. Так главное, что я вспоминаю в таких случаях Тиграна Вартановича, который говорил, что шахмат на самом деле это игра чисто тактическая. Там все эти позиционные ужинки, все это на самом деле не имеет значения. Вот пешечка одна будет стоять на другом месте, вот стой пешка тут, и ладья бы там не висела. Вот просто когда этот разница, на самом деле, маленький нюанс. Ладья висит. Все красиво, конечно, но стой пешка тут или ладья стой здесь, и белые не могли бы выиграть. Потому что ладья не висит. А тут... он еще посопротивлялся, но все-таки ферзь есть ферзь. Ну, давайте до конца. Ладья D7, слон C4, BC, ферзь Б8. Ладья D2 пошел здесь, да, он кажется, или как-то, или ладья B8. Ладья D3. Ладья D3. Ладья D3. Ферзь А8. Широко ферзь такой. Ферзь, да. С3. C3, ферзь D4, шах. И все. Да. Король Е1, F4, F5. F4, F5, король C2, да? Не хотел расставаться с такой красивой партией. Король C2. F4, F5, король C1. Король C1, да, я даже вообще не даю ничего собрать. Да. Все, а дальше это ферзь. Ладья D2, ферзь C7 сдался. Я даже эту пешку не отдаем. Даже эту пешку не отдаем. Вот такая самая эффектная, да, комбинация. Да. Комбинация. Партия сама по себе, она именно до этой комбинации. Это прелюдия была, в принципе. Всегда, как говорится, комбинацию должны двое создавать. Пойдем король Б6, все было по-другому. Вы помните, как это все? Так, чуть-чуть. Есть какие-то воспоминания? Картинка, как люди у меня картинка смотрели. Вот так. На самом деле, там, мне кажется, не так много народу было, но вообще... потому что... Шахматисты другие. Когда такое происходит, обычно те, кто играют, они там бросают свои партии. Я помню, потом Ермолинский ко мне подошел, он уже ушел, он сыграл раньше. Он подошел ко мне, за ужином, сказал, посмотрел партию, он в трансляции. Очень круто, сказал. Кто-то подходил. Но на самом деле, мне кажется, уже народу было не так много. Почему-то ощущение, что на сцене было не так много народу. Все-таки это конец тура был. Не знаю почему, но ощущение, что народу было не так много. Но я помню больше партию, чем людей вокруг. Есть свой ладья D7, вот это ощущение, когда что-то великое происходит. Конечно, такая победа, она добавляет и уверенность, и все начинают смотреть уже по-другому. Во-первых, 3,5 из 4. Причем интересно, что это турнир, в котором Анант играл тоже блестяще. То есть надо понимать, что Анант играет тоже турнир жизни. Как он потом, по-моему, Фридлер рассказывал, говорил ему, что, слушай, я сыграл лучший турнир жизни, набрал +6.
и занял второе место. Это его лучший результат в конце. В пятом туре я обыграл Рейндермана. Там каждая партия была интересная. А в шестом туре Пикета, а в седьмом туре партия с Шировым. Там как раз вот я там применяю вот, одну из разработок. Не очень хорошая, на самом деле, она была. Потом уже по ходу турнира люди нашли опровержение. Но на партию с Шировым хватило. Там, вот как раз в этом варианте в Найдорфе. Это одна из идей была, которую мы анализировали с Гельфандом. Я предложил ее. И как бы мы считали, что вот это работает. Рокировка. Здесь, конечно, совершенно неожиданный ход Е7, Е6. Причем тут разный ход делал. Тут, например, Салов бил шел на d4, ходил F6 потом. Как бы идея такая, слона ограничить, эта пешка защищена. Там. Вот, ну, понятно, что у белых все-таки там лучше позиция. А я пошел Е6. Ну, ход вообще настолько антипозиционный, потому что пешка слабая здесь, как бы, это вообще висит. Вообще, ну, все, такое ощущение, что сдаться надо. Но мы эту позицию смотрели, кстати. Тут интересно, потому что меня вдохновило то, что на самом деле ключевые ходы, которые, например, скажем, какой-нибудь b3, например, ход. Со словом c3, bc, e5. И очень непонятная позиция. То есть очень интересная игра, потому что сразу тут оказывается, ну, у белых тут все тут отрезано. На самом деле, ну, черные там рано разовьются, а все это вот эти свои плюсы остаются. Вот. Если конь d2, то вот как раз это здесь важно. Тогда просто конь c6 ходим здесь, жертвуем пешку b5, очень хорошая игра тоже. За счет того, что здесь поля центральные контролируем. Размен там у черных шикарная компенсация. Вот, просто, ну, вот, значит, ну, ход ладья Е1, видите, что зевнули. Ладья Е1, ход, который реально опровергает все это. Ладья Е1, потом уже догадались. Но Широв пошел ферзь d2. Вот этот ход как раз напрашивается, это и то, к чему мы готовимся. И здесь ход конь d7 очень сильный. Очень сильный ход конь d7, конь успевает на e5 теперь. Вот то, что... Вот. Широв считал, что слон d6, конь e5, он, конечно, конь db5, здесь увидел ход. И здесь после АБ, АБ, конь b5 и сильный ход f6. Теперь после конь 7, конь 8, конь c4. Вот разработка была. Он, по-моему, пошел как-то там ферзь b4, там, ферзь b4, король e7, взял на e5. Ну, там упорно сопротивлялся, но... Опять проиграл. Выиграл Широв, потом я еще до кучи выиграл Касымджанова. Ну, тогда еще никто не подозревал, да, его... О его величии. Да, еще о его величии шахматом, да, еще не знали. А потом вот опять начинает наступать тот самый момент. Вот это вот очень интересно, когда все как бы вот уже все отключается. Вот, просто вот Юра, правда, там другое объяснение придумал, как бы такое религиозно-философское. После партии с Соколовым это задал счастное. Да. Он сказал, слава Богу. Я говорю, что слава Богу? Он говорит, ты понимаешь, обстановка, ты заходишь туда, все просто ненавидят так, что дальше некуда. Если бы ты выиграл Соколова, мы могли попасть под машину. Лучше так, потому что это просто вот это такое облако, такое густое облако ненависти. Он говорит, слава Богу. Но с Соколовым интересная партия была, потому что вот когда наступает просто полная, как бы, вот, ну, так, амнезия такая, значит, просто не коллапс, просто... То, что я причем помнил совершенно точно, что в 1974 году перед спартакиадой школьников в Алма-Ате Шакаров показывал нам, как черные, как опровергается этот вариант. Просто, то есть, и где-то у меня все это было записано, я помню, в тетрадках. Потом я нашел уже в тетрадках, все это записано было в 1974 году. Более того, я даже помню, что была партия в матче Азербайджан-Москва. Радчик Тавадян на Штоевске выиграл партию черными. Вот просто вот. И тем не менее, вот просто, и я не могу просто тормозни на 5 минут и просто вспомни вариант. Потому что Соколов-то играл, вот они с Тимоном готовили. Но он не ожидал, во-первых, конечно, Немцовича. Я думал, что он будет играть на индийскую. Мы там какие-то там варианты смотрели с ней с Юрой. Вот, значит, нет, он пошел на этот вариант. Значит, ну, я как бы тоже не сильно ожидал. Ну, начал играть, думаю, в конце концов, там, ферзь c7 тогда там сыграл я, Крамник ходил. Он пошел ферзь c2 здесь. Значит, тут уже... Я какие-то варианты там сейчас видел, там, как Крамник там играл, ферзь c7, cd, ед, вот эти позиции. Ну, думаю, там будем играть. Ферзь c2 пошел Соколов, он меня провоцирует на взятие. e5, слон d3, ладья e8, да, по-моему, здесь. e4, ед, cd, слон g4. Ну, это вообще вариант, он из такой, с глубинки, с глубин времен, там еще в 1953 году, там,
турнире претендентов в Цюрихе, там, по-моему, ферзь c5, конь e4, там какие-то варианты идут, взял, конь g5, там куда-то, в общем. Вот. Потом там анализировали это, все до компьютерной эпохи. e5, слон бьет f3, e, конь бьет d4, слон бьет h7, король h8, взял, слон b2, нет, то есть gf сначала. Нет, или... Слон f3, конь d4, слон h7, король h8, fg, король g7, слон b2, Слон b2. ладья d8. Слон b2, да, ладья d8, gf, ладья h8, Да. король h1. То есть, Шаховал довольно быстро все это исполняет. Я помню, что у черных хорошо здесь. Я думаю, и бью на h7, почему можно сдаться, ладья g1, все, дальше уже безнадежно. Ну, вспомнить ход король f8 просто. И я думаю, что партия долго не продолжалась бы. Дальше, после ферзь e4, ну, там для черных есть ходы как f6, так и f5, по-моему, если не ошибаюсь. Вот. В общем, то есть король f8 черных лучше. Да. Вот. Интересно, я помню, что варианты были записаны где-то. Ну, где? Нет, просто происходит, я говорю, вот какой-то столбняк такой. Но, видимо, опять какое-то количество партий выигрываешь, когда человек просто энергии не хватает. В общем, я партию проиграл. Такой шок был. На следующий день, да, потом в выходной играл с Анандом. Но он пытался там в принятым ферзем там найти, когда он играл принятый ферзем, там ничья была. Потом с Тимоном. Тимон там пытался, ждал меня, видимо, в этом варианте со слон Е3. Я там сказал по-другому, он там быстро ничью сделал. И вдруг выясняется, что, несмотря на то, что игра блестящая, все, конечно, хорошо, у меня +6, а у Ананда +5. Полочка разница. Полочка, по-моему, или +5. В общем, у него много очков. Что-то он рядом стоит. Я играю с Петей Свидлером в последнем туре. И тут снова, заготовка, которая была, значит, перед матчем с Шировым, потому что мы там смотрели и Грюнфельд. Широв регулярно Грюнфельд играл. И тогда я систему с ферзь b3 начали анализировать. И я думаю, кстати, с Петей партия может быть даже объективно лучшая партия, потому что она все-таки достаточно чистая. И хотя там нет таких ярких эффектов, но я гордился ей больше, чем партия с Топаловым даже. Потому что не было прямых линий, то есть такие вещи, которые надо было, значит, нестандартно изобретать. Конь c3, d5, конь f3, слон g7, ферзь b3, dc, ферзь c4, рокировка, значит, e4, a6, e5, p5, ферзь b3, конь d7, e6, а вот здесь не h4, мы смотрели много всего здесь. Там e6, fe, слон e3. Вот это была моя заготовка была. Вот. Сейчас уже стал черный ходит конь f6, и все в порядке у них, это, в принципе, уже там довольно быстро определили. Тут, конь f6, а4, даже, по-моему, b4 может пешку вернуть. Вот. Но я там почти уверен, может, конь b6 сыграет. Все-таки ход более грюнфельдовский, да? h4, конь c6, достаточно быстро. h5, теперь было такой ладья f3. Тут все, тут gf, конь d4. Здесь, значит, важный ход, еще ладья d1. Вот. Я думаю, что уже тут сейчас очень у нас все хорошо. На самом деле, здесь очень интересно Петя находит игру, потому что мне казалось, что уже здесь серьезный период убил. c5, да, там дальше? c5, аж, слон d4, cd, аж, и здесь, значит, теперь после аж ферзь c2 позиция очень так себе. Петя сделал ход h6 очень сильный, и тут я начинаю понимать, что, да, конечно, у нас качество. Тут качество, столько фигур, пешки все поломаны. Разруха. Разруха у всех, да, но совершенно не очевидно, разовьются черные. Черт его знает, что будет. Качество за пешку, то есть тут материал практически равный. Вот. Здесь я придумал решение, которым страшно гордился. Пешка, конечно, хорошо стоит, но вообще бы, конечно, от нее лучше избавиться. Вот. Ладья h5 пошел здесь. Опять, я не знаю, лучше ли это ход, но, в общем, произвел на Петю большое впечатление. Ладья h5, ферзь e8, конь e2, ферзь bg6, ладья h1. Сдал пешку. Да, но теперь сдал пешку, зато позиция сразу меняется, потому что, наконец, у ладьи появился. Теперь этот слон, который был очень сильный, теперь становится объектом. А ладья, которая ничего не делала, она получает линию. Плюс
открылась диагональ, по которой, кстати, в итоге белые там создадут проблемы. Вот. Ну и теперь как бы у черных, скорее всего, теряет эту пешку. Все-таки обмен этой пешки на вот эту тоже. Вот. Но все равно борьба продолжается. Тут очень интересно. Значит, он пошел слон d7. Или король. Пошел король H8. Король H8. Не очень. Да, ну, как бы, опять знал? естественная реакция. Ладья G1, да, Да. Ладья G1, ферзь F7, F7. конь d4, да? Да. Слон d7. Конь d5. Или конь d5, Да, да. конь d5. Да, конь d5. Но опять снова такая ситуация. Ну, вроде бы черные консолидировались. Тут тоже очень важный ход. Ферзь не играет. Ферзь надо подключить. Вообще хорошо было сюда перебросить. Начинаем ферзь d3. Я правильно помню? Ферзь d3. Мне кажется, вот здесь Петя начал понимать, что добром это не кончится, потому что тут уже качество, и на самом деле оно начинает сказываться, потому что у белых-то все фигуры тоже играют уже. Пока слон, ну, слон тоже в итоге на диагональ встанет. Конь играет, ферзь, ладья играет. То есть компенсации такой вот игровой, на которую рассчитывал, здесь уже нету, потому что белые на самом деле еще инициативу владеют. Куда он пошел слоном здесь? Слон d7. Слон d7, ферзь e4. Угу. Вот. Ну, вот уже подготовились к выходу. Да. Ладья c8. Ладья c8, Свою выиграл. слон d3, конь f6, Да. ферзь h4. Угу. Ферзь перешел. Ну, теперь ферзь перешел сюда сейчас. Все, атака продолжается. У белых качества еще атака. Так, и он пошел здесь. Фигура уже практически идеально, может быть. Ну да, ну все, нет. На самом деле просто вот как бы, поэтому каждый ход здесь, он вписывается в план. То есть, на самом деле, если вот посмотреть, как бы вот та позиция, где у белых стояли все фигуры, так, эту пешку сдали, поменяли эту на эту, и все фигуры, все 5 фигур расположены практически идеально. Практически идеально. Сейчас будет последнее усиление. Он пошел здесь. Ладья c5. Ладья c5. Да. Ну, тут последнее, мне кажется, очень Очень важно. каждый свою игру играет. Конь Е2. Вот очень важный ход конь Е2. Конь-то, кстати, конечно, хорошо, но ничего не делает. Конь Е2, и у него возникает новый маршрут. Конь Е2, и тут проблема, что теперь ему надо все-таки останавливать коня. Конь d5. Конь d5. Конь f4. Ферзь Е4. Ладья g6. Ладья G6, да. Ну, тогда мы продолжаем тогда начинаем атаковать так. Еще ладья G6. Ладья H6. Ладья H6, скорее всего, грозит уже. Взял, потом король d2, и ладья на G1 выходит. Вот. У белых просто материальный перевес, но... Защитился. Да. Ферзь c4. Ферзь e4. Ладья h6 мало грозит. Да. Ферзь f7. Ферзь Из f7. последних сил. Да. Из последних сил. Ладья ушла вниз. Нет, король d2. А король d2 теперь, да. Теперь король d2 подготовили. Нет. Конь f6. Ферзь h4, да? Ферзь e3. Ферзь e3. А ферзь e3. Мы еще нападаем сюда. Сдался. Ну да, потому что дальше... Эта партия прям так все. И опять у нас... Да. Опять сложилось все, да. Мне как-то Борей показывал какие-то ваши партии. Он говорит, смотри, как Каспаров шахматы. Все фигуры вместе. Не, ну здесь вот получилось... Вот с точки зрения гармоничности, я просто считаю, что это одно из моих лучших достижений, потому что и дебютная идея была какая-то. А потом опять вот применил дебютную новинку, очень интересную. Она как бы потом ее находит противоядие, но все равно новинка интересная. Получаешь хорошую позицию. Соперник хорошо защищает. Понимаешь, обычно разваливаются, там, АЖ побил бы, там, быстро выиграл партию, там, кого-нибудь там, с рядового гроссмейстера. Петер уже 6 ходов, он постоянно находил какие-то ходы. И у него, как бы он все время, вертелся, да. Вот, когда сжимал как бы кольцо. Значит, Ну, еще да, это слон d7, молодец. ну да, ну он куда-то ходили, но белые фигуры все переходили очень грамотно. Партию выиграл, да. Значит, Ананд отставал видимо, на очко отставал. Или на полочка. Потому что я перед последним туром уже опередил его на очко. Вот. Он выиграет в последнем туре, но я сделал ничью с Крамником, черными. И уже там Миран, уже никаких там старандийских, там уже Миран начал, я уже... Вот. Да, кстати, да, слушайте, опять. В 98 году мы забыли же еще одно событие важное, я сказал Миран. Забыли еще одно важное событие. Матч с Крамником. Блиц. Да. Блиц. Ой, как, слушай, как бы... Когда говоришь про какие-то там организации, матч, все. А вот был матч с Крамником в Блиц, в гостинице «Космос», 24 партии. Играли, кстати, по контролю, который мне всегда нравился больше, с задержкой. Вот бронштейновский контроль, не фишеровский, а бронштейновский. Я считал всегда его более правильным, но как бы он исторически Это когда не выдержал конкуренции. на каждый ход дается независимо, нет накопления, да? Нет накопления. Да. У тебя есть Просто на каждый ход там дополнительные 2 секунды. 2-3 секунды, в принципе. Но мы в Блиц-матче в 2021 году мы с Крамником играть 5-3. 3 секунды, там мы играли 5-2. Невозможно играть партию долго.
То есть там, ну, сколько будешь играть? Хотя я, например, выиграл у Крамника 20-ю партию, там, он там вел в счете уже плюс 1, да, или плюс 2 даже, может, плюс 2 вел к этому моменту. И он хотел выиграть, добить уже. А равный эндшпиль был, может быть, чуть лучше, но у меня осталось там что-то там 10 секунд вот, на часах. А у него там минута, скажем. И я там сделал ходов там 20 в районе 2 секунд, причем очень хороших ходов. И в итоге выиграл эту партию, потом выиграл еще 22-ю, и в итоге... А сколько партий в день игралось? 12. Мы играли 12 партий с задержкой. Ну, вообще очень интересный матч был. Там Разуваев даже говорил, там какие-то там, столько идей было, там дуэли в защите Немцовича были, в Миране. Причем начался матч для меня очень хорошо. Я после 4 партий плюс 2 вел. Причем по игре вел просто. Доминировал сильно, Крамник нервничал. 5-й, я там С4 играл, там тоже нашу идею применил с Юрой. И у меня там, ну, там плюс-минус столбик, большой перерыв по дебюту, плюс там времени, там, пара минут лишних там такая. И что-то вот просто все покатилось. Ну, и как-то вот не сумел найти правильного плана, и, в общем, в итоге проигрываю партию. Потом я еще проиграл 6-ю партию, Страндийскую сыграл один раз. И все как бы пошло наперекосяк. Я уже перешел там, в принципе, на Миран, там, Кембридж Спрингс. Вот. Но вот все время все не складывалось. То есть я помню, что мы ушли как бы с -1, причем после 11-й партии я сравнял счет, там, плюс 1 Крамник вышел, сравнял счет. 12-ю хорошую позицию проиграл, ушли -1. И дальше, получается, я там 13-ю партию у меня был выигранный пать в Миране черными. Я выпустил. 14-ю Крамник там половинку в Немцович применил. Он выиграл. 15-ю, да. 15-ю партию, по-моему, была... Ну, плюс 2 стало, 15. А потом, получается так, я выиграл 16-ю, он выиграл 17-ю, я выиграл 18-ю, он выиграл 19-ю, я выиграл 20, и потом я выиграл 20-ю и 22-ю. И в конце 24-й партии, ну, уже просто понятно, потому что надо ничего. Уже все устали просто. Вот. Но был матч очень интересный был. А в 99-м году, почему я сейчас вспомнил, потому что там тоже Миран был, и ничья в последнем туре. И я выиграл турнир, вот когда Ананд сказал, что плюс 6, турнир жизни, лучший результат, 2-е место. А потом Линарес. Линарес, ну, тоже, как бы, я думаю, вот это 2 турнира. Особенно конец, как бы, вот уже, если партию с Петей и партии в Линаресе, это уже, наверное, пик вообще в какой-то момент, можно считать, нашей совместной деятельности с Юрой, потому что еще добились совершенно нового уровня подготовки в шахматах. Рошаль, по-моему, написал даже, там, статья называлась у него, по-моему, в «Известиях», что ли, «Гиперболоид инженера Гарри». Если кто инженера Гаррина, ну, просто они, ну, помоложе не помнят, конечно, советскую фантастику, но потому что вот возможность вот совмещать вот эту как бы творческую энергию как бы человека и вот уже компьютерный, ну, достаточно компьютерную мощь. А при том, что компьютеры у всех были. Не то, что как бы у нас какой-то был специальный компьютер, которого у других не было. Но вот мы вдвоем с Юрой, причем у нас только 2 было. Ну, там Шакаров помогал там, как бы, там, дебютными базами, там что-то мог проверить. Но, в принципе, работали мы вдвоем. И уровень работы был очень хороший. Юра часто по ночам сидел. Еще я помню, в году, там, в 96-97 его там Фридель назвал в шутку, там, Дахаян 5.32. В 99-м году там столько было идей просто. И вот особенно черными, вот когда началась полемика это в Найдерфе, вот длинные варианты уже с компьютерными расчетами. Вот здесь мы опережали. Причем опережали... Раньше когда опережал там на годы. На самом деле тут опережаешь на 1 партию, потому что после сыграл эту партию, и дальше все ее посмотрели. Но когда там сидят, все готовятся, и ты что-то придумываешь, и уходишь вперед, это было, конечно, большим достижением. Линарес 99-й, там, в общем, началось, там я еще ничего с Петей сделал, а потом там был турнир, я там подряд выиграл там 5 партий черными. Я выиграл у Иванчука, у Топалова, соответственно. А с Анандом была ничья. Кстати, была такая партия была. Там тоже очень... Вот партию я не выиграл, но на самом деле я просто помню... Потому что там d4, d5 был у нас, там c4, а был ферзевый гамбит принятый. Конь f3, значит, вот тот Шанант играл регулярно тогда. Конь c6, рокировка слон e6, слон b5, слон c5.
Конь d2, я пошел здесь. Ну, там главный ход тут конь e7, конь g5. Ну, Ананд пошел ферзь d6. Тут он сделал там новый ход. Ну, новый ход что-то сделал, подготовился. И здесь, я, честно говоря, был, вот опять, вот находится идея. Я был страшно горд, что я такую идею нашел вообще. Потому что я много вариантов просчитал. Вот, ну, вот, я пошел e5 здесь. Ферзь d5. Конь g5. G5, да? 3-0. 3-0, слон c4, ферзь d7, конь e6, fe. Я пошел с b4. Ну, вообще, ну, конечно, гамбит Эванса какой-то, но вообще ход такой редкий ход. Да. На самом деле, ну, и тут выясняется, что тут на самом деле колоссальные проблемы у черных, потому что там, слон b4, ферзь b3, там, ладья b1, там начнет сразу сюда давление, потому что вот, Ананд... Лучше хоть чуть ли не слон b6 вообще был. Вот, как бы Ананд пошел конь b4, да? Пошел конь b4. Конь b4, конь e4. Нет, ферзь b3. Или ферзь b3. Нет, ферзь b3, конь d5. Да. Конь e4, слон b6, a4. Слон 6, a4. a4, a5. Единственный ход. Слон d2 или... Конь d6, конь d6, а вот конь d6 шах. Король b8. Король b8. Набросился. Король b8. Слон d5, ед. И здесь страшно ход слон d2. Слон d2, а слон опять грозит. Должен брать cd. Вот это я вариант, в принципе, просчитал. Так, de, вот, f4. Тут просто такая атака идет на ровном месте. Ну, Ананд защищал, конь f6 нашел, единственный ход здесь. Конь f6, фе, конь e4. Ну и дальше я там не нашел выигрыша. Ну там выигрыша не было, был перевес у белых. Я уже не помню, как конь f6. Потому что e4 очень красиво. e4, f5, идея здесь. e3, слон e1. Слон все-таки всегда попадает на эту диагональ и конец. То есть конь f6 единственный ход, фе, конь e4. И здесь я не помню, то надо было, то ли слон опять надо было. Слон f4 надо было. А я пошел в слон опять, да? Я пошел, да, вот. А надо было слон f4 ходить. Слон f4, король, ферзь c6, ферзь d4. Ферзь c4. Опять что длинный, опять вариант. Ферзь c4, и там e6 шах, да, наверное? Или... Ферзь d4, ферзь c4, dc, ладья e1, e7, там, поехали дальше. Ну, то есть e6 шах здесь сначала. Да, e6 шах, король a8, взял ладья e1, e7, там, ну, в общем, белый все-таки там, видимо, побеждает. Да, но устал уже. Но, с другой стороны, все равно такие идеи нащупал. Вот. Потом в четвертом туре ничья была с Крамником. Значит, да, потом я выиграл Адамса черными. Да. Черными, да? Нет, белыми. Нет, выиграл черными. Я выиграл черными Адамса. Нет, черными. Выиграл черный Адамс в закрытой слямке. С Крамником белыми играл. Нет, я сказал, с Крамником белыми. Там ничья в Немцович была неинтересна. Я выиграл у Адамса черными, потом Лобарда с Топаловым. Ну, это вот эти дуэли были, когда мы там находили, все время выходили на ход раньше. Причем я эту позицию у Топалова выиграл разными цветами. Слон e3, e6, как там был, там f3, там b5, g4, ну, я не знаю, там g4, h6, ферзь d2, конь d7, ну, неважно, там порядок ходов. Так, это слон b7, слон b7. Так, ну, это вот английская атака, как это называемая, тут столько уже, h4, да, по-моему, h4, b4, b4, конь a4, d5, d5, Конь 4, ферзь a5. и ферзь d5, b3, конь c5, a3, конь a4, ab, ферзь c7, ba, d5, e5, конь d7, f4, конь b6. Вот. И здесь... Ну, здесь ладья h3 лучше ход. Потом, кстати, я вот Топалова выиграл очень хорошую партию Вейконзе, в следующем ходу ладья h3 тут, на самом деле. Потому что мы играли, ну, за два цвета, как бы, но ладья h3 объективно дает перевес белым. Вот. Опять пошел Топалов, все это быстро исполнял. Конь c4, слон c4, dc. Нет, конь c4, ферзь c3. Да, все это мы быстро сделали. Но тут Юра уже знал, что ферзь e7 есть ход, который просто меняет кардинально оценку позиции. Белых все разваливается. Ну, как разваливается, в принципе. Топалов нашел, кстати, единственное решение. Слон c4, dc, слон d2. Что блестящее решение нашел, отдал качество. Вот. Ну, а дальше будет тоже очень интересная позиция. В конце там вот этот ферзевый эндшпиль, когда удастся выиграть, там, ювелирно просто выиграть.
потом черный Петя выиграл, ферзь b4 вариант, потом у Васи выиграл. Да. Вот. И потом партия с Анандом. Вот. С Анандом тоже вариант этот. И, причем там был выходной день, Ананд там готовился, там с ним он, то ли Вальеха был, там, ну, у него там была какая-то своя команда, Белава, там, Вальеха. Значит, ну, это, как всегда, все это уже делается достаточно быстрым. Порядок ходов я уже не помню. Вот, мы играем. Значит, Ананд здесь уже играл h4. h4. 4. b4, конь a4. Не, конь b1. Он пошел конь b1. Вот. Он пошел конь b1. Да, конь B1. Конь b1, d5, слон h4. Он играл так с Ванвели. g5. Такая игра. Слон g2. Нет, АЖ, слон g5. АЖ, ЕД, конь. АЖ, ЕД, конь d5. Слон g5. Значит, и здесь... Ферзь B6. Здесь ферзь b6, не ферзь a5, когда ферзь b6. Это вот, здесь Юра все было учитывая могучему урагану. Ферзь b6, слон g2, да? Слон g2, ладья h1, да? Слон h1, сейчас ладья c8. Я помню, что довольно быстро исполняется все здесь. Он пошел здесь, Ладья E1. ладья e1. Здесь идет ход ферзь a5. Ферзь a5. Да, ну тут интересно было, что я здесь решил, думаю, надо задуматься. Ну, что-то просто надо же задуматься, надо же. Вот, после ладьи 1, или после слон h1, какое-то время я начал тратить. Здесь я где-то минут 20 потратил. При том, что все было уже, я уже знал, что ничья форсированная, потому что Юра все посмотрел, как бы, да, значит, и я проверял все. Но тут, думаю, надо посмотреть, чтобы Ананд все-таки... Ананд был достаточно довольный. Я пошел ферзь a5, значит, он пошел. Здесь f4 играет, да, вот здесь? Ферзь А5. F4. F4, F4. Ферзь А2. F5. F5. Что страшно? Нет, ну, не страшно, страшно не то слово просто. Как тут конец уже, просто уже все. Ананд уже тут, значит, уже ждал конь c5. Да. Фе. Да. Слон g7. И тут так. у Ананда наступает Ну, да, шок. интересно. Нет, она просто компьютерная. Да. У него наступает шок. То есть у него осталось тут, вот какой-то ход, номер хода. 21. 25. У него осталось 5 минут просто часа. Не, ну он потратил. Но как? Он здесь хоть Ев, король F7, и он понимает, что как бы тут дальше мат уже. Понимаешь, черный ставит мат же сейчас. Понимаешь, тут же причем король стоит вообще один здесь, да? Это вот такая компьютерная игра. Король один. Вот. И ничью делал ферзь 2, ферзь f5, если я не ошибаюсь. Ферзь f2, король g8, ферзь f5. Да, единственный ход делал, но такое увидеть за доской невозможно просто. Тем более, что у тебя шок просто. Тут он уже все понял, что, конечно, все мои были там, задумался, я мог сделать это за 20 секунд, мне 20 минут не надо было. Вот. Грозят просто матой. Просто слон d4, конь, все висит просто здесь уже. Вот. И он тут, он находит практически лучшее решение. Слон bd5, ферзь bd5, ладья e7 шах, король g8, ладья bg7. Король g7, конь f5. Конь c3. Конь f5, ферзь f5, простая позиция, простой выигрыш. Конь f5, мы просто ферзь f5 ходим здесь, и конь b3 шах. Да, это тут как раз простой, ну там техническая позиция. Конь c3, совершенно гениальный ход хода, она просто. Конь c3, то есть лучший практический шанс. Значит, bc пошел, ну ферзь h1 хуже было, мне кажется, просто там, если все-таки bc, конь f5. Да. А вот здесь надо, дело в том, что я не могу тебя на f5 побить. Потому что ферзь b3 шах. Вот, очень важно. То есть нашел человек конь c3 ход, поднял. Вот. И надо понять, куда здесь уходить королем. Вот. Дело в том, что должно остаться... Понятно, что останется у белых... у черных будет фигура лишняя. Вопрос, что он оставит? Слона или коня? Значит, и я не мог посчитать... Судя по... Если я правильно помню, проще было оставить слона ему. И тогда вы... Просто сдвоенная пешка будет. И, в общем, конь, слон... Ну, у меня просто слон не того цвета. Слон не того цвета, вот как бы. Вот. Но правильно было, значит, соответственно, надо было ходить король F. Не, вы сыграли правильно. Король F7 правильно. Король F7. Да, это правильно. Король F7, ферзь D5. Да, ферзь D5, слон D5. Я не уверен, что это конь же D6 шах. Я согласен. Нет, просто мне казалось, что здесь была возможность оставить все-таки... Менее четко король F8. Почему? Потому что слон А6 и король F7. Нет, вот король F8, вот я не знаю, слон А6, король E8. Нет, король F7. Нет, тогда король уходит туда, в принципе, это то же самое. Я думал, король Е8 и отдать. Ну, вопрос, кого оставить, потому что мне кажется, все-таки если оставить...
оставить эту позицию. Вот эта позиция, она вот как бы вот эта позиция, вот это вот, она, мне кажется, все-таки выиграна была. Я потом как-то думал об этом, вот эта позиция. Ну, понятно, хотелось там, это все-таки считать, это сложно, хотелось оставить коня. Вот. Ну, кстати, выигрыш там был достаточно уверенный. Так, он взял на d5, слон d5, конь d6 шах, да? Король g6, конь c8, король g5, bc, Конь b6. теперь конь b6, b6, слон e6, слон e6, bc. bc, король g4, да? Бит. Да. Король b2, король f4. король f4, король a3, да? a5. Опять. То есть это сражение конь a4, конь a4, конь d7, да? Да. Нет, конь e4, конь e4. Вот это ошибка. Конь d7 надо было ходить, да? Да. Конь d7, да. Ну, просто резать надо было там конь d7. И тогда достаточно простой выигрыш был, наверное. Да. Конь b2. Нашу. Конь e4, конь b2, да, он тут. Она тут. И теперь выясняешь, нельзя. На c5 же не вернешься сюда, значит. Пришлось брать, да, здесь? Да, конь c3, конь d3 шах, да? Конь d3, король e3. Король e3, конь c5, да? Он тут сопротивлялся, конечно, безумно, Ананс. Слон d5, да? Слон f5. Слон F5. Нет, у меня был выигрыш здесь, как дальше. Сейчас я просто надо вспомнить. Здесь дело в том, что Пока выигрыша никого нет. выигрыш Потом он был. Потом, да? конь b7 Не, он король b2. или король b2. Здесь был выигрыш просто. Это у нас сейчас просто, я не знаю, это какое издание, потому что недавно нашли выигрыш, кто-то нашел компьютерный выигрыш здесь. Надо просто посмотреть будет. Найден компьютерный выигрыш был здесь. Пока написано, что ничья. Нашли компьютерный выигрыш недавно. Вот в новом издании будет уже здесь будет уже выиграно, потому что кто-то компьютерный выигрыш нашел здесь. Конь куда-то пошел здесь. Конь d5. Конь b7. Конь b7. Молодец, хорошо, защищался, старался. c4. Да, c4. Конь b6, конь d6. Схватка вообще колоссальная. Слон d3. c5, конь d5. Это конь d5, король a3. Слон c2. Сел пешку. И конь b5. Грозит c6, да? Конь 5, король, да. Конь 5, конь e7. Ну да, но это не самое, не то. Вот я не помню. На самом деле вот там очень сложный выигрыш был, компьютерный выигрыш. Надо просто посмотреть, где это. Я уже не помню его просто. Где-то он зафиксирован, что в какой-то момент черные все-таки выигрывали. Вот. Здесь конь c3 он пошел. Здесь. Он пошел здесь конь a7, решающая ошибка. Да. Я пошел сюда, значит, да. И тут надо было ходить... Да, конь c3. Да, конь c3 была ничья. Вот, как бы король d4, ну там я немножко отрезал его, но, в общем, ощущение, что все-таки белый... Конь c3, конь c6, да, король d4, конь d4. Но он не хотел вообще, он считал, что сейчас он сделал. Здесь последняя ловушка. Ну, он человек сделал столько ходов там единственных просто. Он пошел конь a7. Но здесь, конечно, довольно красиво получается. Да, король d4. Король d4, c6. Конь d5. Конь d5. Конь b5, король c7. c7. И здесь, конечно, слон f5. Вот. Король a4. Конь b6, шах. Король опять конь c4, и теперь или фигура теряется, или ну, такой мат редко ставится. Удивительно. Трагедия. Топалова еще? Потом Нет, Топалова не выиграл уже. Я не выиграл последний тур Топалова. Да. И поэтому я не сумел произвести результат Карпова Линариса. У меня по перформансу я не дотянул до 3000, потому что я выиграл у Адамса. Такую партию-то. Я там еще отреваншировался во Франкфурте. Там, значит, на этот раз Рапид был 4 человека. 4 круга играли. Вместо Иванчука играл Карпов. Значит, у нас было... Вот, значит, Крамник, Ананд, Карпов и я играли. 4 чемпиона мира. Да, ну тогда еще как бы двое не были чемпионами мира. И я набрал там... По-моему, у всех +1 выиграл. Вот, и в итоге занял первое место.